Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Это видео не реклама продукта какого-либо, какой-то фирмы, а просто очень интересная тема, и о ней меня просили рассказать еще весной и подсказать. В отдельных сообщениях я это сделала, но у меня были испытания этим летом, и я вот пришла к определенным выводам и уже могу вам абсолютно точно сказать, что вот как можно сделать более эффективно, чтобы получить вот хорошие позитивные результаты. Ну, не будем мы в натуре снимать сами выгребные ямы, туалеты, другие какие-то емкости, куда мы собираем отходы нашей жизнедеятельности. Без этого никак нельзя. Вот эти как раз емкости, ямы, туалеты связаны с тем, что выделяются неприятные как раз запахи, как раз происходит процесс переработки вот этих наших отходов. Ну и я вот изучив уже дополнительно несколько видов препаратов использую. И вот пришла вот таким результатом. Вот так будет удобнее. Вот смотрите, что происходит. Мы заливаем биопрепараты. Снова же, каждый препарат имеет свою особенность. Есть биопрепараты, которые для закрытых емкостей, без доступа кислорода. Есть препараты для того, чтобы можно было использовать, вот допустим, вот таких вот. То есть сюда был доступ воздуха. В любом случае, это разные препараты, это можно разыскать, найти информацию. Но сегодня очень важная тема как раз о том, каким образом это происходит и какие периоды самые лучшие для того, чтобы использовать вот эти дорогостоящие, очень дорогостоящие препараты. Итак, вот эта яма в разрезе, я нарисовала, это в земле, вот. Потому что меня волнует вопрос экологии, вопрос того, что у нас поступает из этих ям, потом в почву, ну, естественно, грунтовые воды, что поступает, и каким образом потом вот эти процессы все происходят дальше, и как загрязняются воды. И вот чтобы эти воды оставались чистыми, ну и плюс есть возможность собирать отдельно в емкости, не в земле, и тоже переработать и потом использовать чистую воду. Вот что нужно знать. Итак, что у нас происходит? Когда мы используем биопрепараты, то ли через трубу отправляем сюда в яму, то ли сверху заливаем. Есть обязательно отверстие, какое-то место, где доступ воздуха идет, и здесь как раз происходят все процессы внутри. Что происходит здесь внутри? Если мы не добавляем биопрепараты, то, естественно, наслаивается на стенках вот это все, и нужно будет, потом оно поднимается, и нужно обязательно будет вот эту жижу с неприятным дурным запахом откачивать. Это дополнительная затрата времени, и потом неделю стоит неприятный запах. Вот, поэтому что можно сделать? Биопрепараты, но биопрепараты тоже в определенное время. Вот смотрите, когда мы используем биопрепараты, то получается, что вот это количество воды уменьшается за счет того, что здесь вот съедаются все микробы, бактерии съедают вот эти все органические остатки. И получается, что стенки очищаются, и сюда уже в почву поступает чистая вода. Мы сразу же решаем очень важную проблему как раз того, что у нас в грунтовые воды поступает чистая вода, уже без вот этих органических остатков и различных каких-то нехороших живых существ, которые вот могут поступать именно в грунтовые воды, в землю. И решается, смотрите, решается сразу две задачи. Задача как раз вода чистая поступает в землю. Далее задача, которую тоже, она дорогостоящая, мы не вызываем вот эти специальные машины-ассанизаторы, которые должны выбирать вот эти остатки жизнедеятельности человека. И
как раз если это не в земле, то можно вот эту воду уже чистую, переработанную, использовать как раз для того, чтобы полить в огороде, допустим, деревья или еще какие-то другие растения, которые вот могут пользоваться вот этой водой уже переработанная и даже очень полезная. Это как удобрение получается. Вот благодаря биопрепаратам вот это все, весь процесс идет, опускается вода, количество воды уменьшается и уменьшается или исчезают вот эти съеденные органические остатки. Вот этот процесс происходит, я его изучала несколько лет. Я пробовала в разные периоды на растущей, на убывающей луне, на новолуние, полнолуние вот добавлять вот типа таких вот препаратов. И у меня результаты, конечно, были разные. И я пришла к такому выводу, что лучше всего использовать биопрепараты для различных выгребных ям, для различных емкостей, где собираются какие-то органические остатки, туалеты, есть уже очень интересные дачные такие установки, емкости, в которые тоже собираются. Так вот, именно растущая луна и при определенных знаках дает результат. Но сразу же скажу о том, что плохо. Значит, в знаке воздуха не использовать. Почему? Потому что как раз в это время как бы купируются все клеточки, и бактерии не развиваются. Вот они как в висячем состоянии, очень долго вот этот процесс потом идет. В огненных знаках то же самое происходит. Они какие-то заторможенные, вот эти все бактерии, которые мы используем, и результата не дает. Ну и я вот сейчас составила на сентябрь месяц, как раз вот эти периоды выбрала, самые-самые лучшие периоды, когда вот можно использовать Луну, то есть лунный календарь у нас, гороскоп снова, астропрогноз, даже для такого важного дела, не очень-то приятного, но очень важного для того, чтобы окружающая среда, почва, все оставалось чистым после того, даже когда человек выбрасывает все продукты своей жизнедеятельности. Итак, лунный календарь для качественного очищения стоков в ямах и других емкостях, туалетах на сентябрь 2019 года. Как всегда, время московское. Благодаря этому времени, знанию этого времени, можно рассчитать в своем регионе плюс или минус определенное количество часов. Ну вот, подошли как раз к тому, что я уже конкретно хочу объяснить и рассказать, какие знаки лучше всего подходят именно для того, чтобы использовать вот эти важные помощники, наши живые бактерии, которые нам помогают справиться с отходами. Лучше, конечно, всего это дни как раз, когда Луна находится, растущая Луна это, и находится она в знаках корня. Это знаки Девы, Тельца и Козерога. Ну, давайте рассмотрим. У нас есть вот уже календарь, я его составила для себя, когда собираюсь это все делать. Есть вариант в начале месяца, в знаках воды тоже быстро происходит этот процесс. Вот, но как-то это, ну вот, да, съедают быстренько и погибают почему-то быстрее. Но процесс очень хорошо происходит, но тоже можем использовать. Все равно мы используем, каждый раз доливаем, потому что все время в ямы попадают новые какие-то отходы нашей жизнедеятельности с водой. Итак, можно вот использовать в данном случае растущая Луна в Скорпионе 3 сентября все 24 часа и 4 сентября все 24 часа. То есть у нас есть вот двое суток, которые можно использовать в Скорпионе для того, чтобы залить вот эти препараты, согласно инструкции, в наши места, где мы собираем вот эти все остатки жизнедеятельности своей. Ну, кстати, не только наши, но и можно это использовать для компостных ям, для отходов жизнедеятельности животных.
вот эти как раз данные, вот эти результаты можно, подсказки, использовать для того, чтобы утилизировать быстрее и эффективнее все отходы. Ну и вот я выделила голубым, потому что именно чистая вода получается, быстро получается. Именно вот эти периоды, которые можно использовать. Вот самый лучший период будет 3 дня. В Козероге растущая луна. Это будет 7 сентября. После 14 часов можно начинать этот процесс. 8 сентября все 24 часа. И 9 сентября все 24 часа. Вот где-то себе заметочку сделайте. Эффект очень хороший. Вот я себе запланировала этот период. Но вдруг не успели. Еще есть возможность именно в моменты возле полнолуния и на растущей луне, и при убывающей луне. Но это должна быть буквально неделя. Так вот, получается, у нас как раз такой еще один период будет. После полнолуния 14 сентября, будет 17 сентября как раз луна будет убывающая, начало убывания в Тельце. После 14 часов 17, 18 сентября все 24 часа и 19 сентября до 20 часов. Только до 20 часов. Там позже у нас как раз переход в знак стихии воздуха происходит, это близнецы, и поэтому лучше не тянуть до 23 часов, а лучше это чуть-чуть раньше сделать, и тогда как раз бактерии попадут в благоприятное время, в благоприятную среду, и будет проходить очень хорошо процесс размножения и уничтожения всех органических остатков, которые мы отправляем в ямы, в емкости, для того, чтобы, в туалеты, для того, чтобы все эти остатки были переработаны и превращены то ли в органическое удобрение, ну и очистили воду. Вот такая очень важная тема. Я сегодня готова на эту тему как раз говорить. И думаю, если вам эта тема тоже очень важна, и вы будете пользоваться именно этими календарями, я уже теперь могу на все месяцы это готовить и делать, и буду это делать. Ну, а если вам это как раз нужно и приносит практический результат, делитесь этой информацией в соцсетях со своими друзьями, родными и близкими. Давайте сделаем вместе нашу землю чистой, почву, для почвы создадим условия, чтобы в ней курсировала тоже чистая вода, и все было в ней тоже ей, это живое тело земли, и тоже ей было приятно то, что мы заботимся о ней, и она получала действительно уже чистую воду, и эти воды по грунтовым водам текли уже чистыми. И они были безопасны для использования другими же или нами же этими водами. Кто-то в колодце, кто-то еще что-то делает, и эти воды поступают в реки и так далее, вот по этим всем слоям земли. Поэтому давайте будем делать землю чище, давайте будем учиться, у нас другого выхода нету, потому что как раз эти ближайшие годы, когда Луна зашла как раз